Меридиан перед тобой в неоплатном долгу, спасибо. А вот и Меридиан. Город смог пережить даже битву с Аидом и затмением. Эй, флаг! Я рад снова тебя видеть, спаситель. Ищи железо среди обломков. Это и правда ты? Настоящая живая легенда. Та битва принесла много разрушений. Я думала, не увидимся уже. Ну что? О, Элой! Попроще. Ого, какая честь! Она выглядит даже лучше своей статуи. Норд. Спасительница? О, привет. Разрази меня, молот! Ба! В прошлый раз я так удивлялся, когда... Даже и не помню. Ха-ха! Рад слышать, ведь у нас впереди еще долгий путь. Ты знаешь, я не люблю повторяться. Это она, да? Кажется, ты все-таки решился. Я рад снова тебя видеть, спасительница. Это часть убитого нами истребителя. Эта машина была последней линией обороны Аида. Она притащила сюда сферу, а потом чуть меня не убила, но... Теперь это просто груда металла.
Вот так. Так, как бы перебраться на шпиль? Теперь я смогу туда забраться. Я думала, что Сайленс помог мне, когда дал копье. Но, похоже, он провел меня. Оно что-то передало через шпиль. Он сохранил Аида. Зачем ему это надо? Я найду Сайленса, если выясню, куда он его отправил. Надеюсь, узел наверху поможет это узнать. Кажется, тут я подняться не смогу. Похоже, обшивка отошла. Может, смогу подняться внутри? Подъемник? Ну-ка. Лифт активирован. Мне повезло. Идет техническое обслуживание. Вся башня открывается. Интересно, что подумает Карха. А вот и узел. Где-то на Дальнем Западе. Ублюдок. Что ж, Элой, вижу, ты наконец-то все поняла. Если честно, я удивлен, что ты так долго раскрывала мою уловку. Ты настроил копье, чтобы украсть Аида? Как можно быть таким безумцем? Безумцем? Это ты пыталась уничтожить Аида вместе со всеми его драгоценными знаниями? Что за таинственный сигнал пробудил его? Или где резервная копия Геи, которую ты так долго и упорно ищешь? Ты знал, но ничего мне не рассказал? У меня хватало своих проблем в последние полгода, Элой. Но я могу их решить, в отличие от тебя. Поэтому, когда ты поймешь, что мой обман был необходим, попробуй найти меня на запретном Западе и узнай то, что я обнаружил. Да уж, я тебя найду. Да. Ну что ж, имея координаты, добраться легко. Даже тебе. Надо рассказать Варлу и Мараду, что я нашла. Ну как? Элой всегда умела совершать. Ты вошла внутрь, и он изменился. Почти как в день битвы. Я только рад, что сегодня идет дождь. Ненастья скрыла башню от глаз. Что ты обнаружила? Аид. Угрозы не миновала. Он ушел на запретный Запад. Мне надо за ним. Ясно. Это будет непросто. Запад не зря называют запретным. Землями там правит племя грозных воинов. Тенакт. И они не пускают к себе чужаков.
Впрочем, король Солнца Ават сумел заключить хрупкий мир с ними. А через день или два туда отбывает наше посольство, к самой границе. Если ты отправишься в странствие под его эгидой, Тенакт могут и пропустить тебя, вместо того, чтобы устроить охоту. Ага, только убийц мне не хватало. Король Солнца. Элой, я рад тебя видеть. Ты исчезла так внезапно, мы не успели отблагодарить тебя. Может, мы покажем защитнице копье? Да? Итаман, тихо. Да, мы пришли с дарами. Согласно этикету, мы должны вручить их во дворце. Но я думаю, церемониями можно пренебречь. Принесите их. Ават, это очень щедро, но я... Утит. Ванаша? Скорей. Надо вручить ей все, пока опять не сбежала. Зачем торопиться? И как тебе? Как красиво. От имени граждан Дома Солнца. Эти дары будут знаком вечной благодарности. Возможно, ты хочешь пообщаться с друзьями. Скажи, как будешь готова отправиться. Нужно прикрепить к новому копью главный блокиратор. Поищу тут где-нибудь верстак. Версия 6.9. Включение. Здравствуй. Что это у нас тут? Дальний зенит решил украсть копию гей и... Приходят грузы, и мы на... Скульптор хотел чего-то масштабного, вдвое больше, с камнями и позолотой.
Но я подумал, ты вряд ли такое оценишь. Это правда. Прости, Ават. Рада тебя видеть, но не могу остаться. Ясно. Я надеялся, ты остановишься в городе. Может, во дворце. Меридиан все еще в опасности. И не только он. Мне придется уйти на запад. На земле Тенакт. Во имя солнца, Тенакт? Что ж, может, Марат уже говорил. После долгих лет вражды нам удалось заключить мировое соглашение. Через пару дней туда отправится посольство. Когда ты говоришь о годах вражды, речь идет о красных набегах? Ну да, моя любимая тема. Я бы не спросила без надобности. Как ты знаешь, мой отец нападал на другие племена. Азерам, Банук и Нора сильно пострадали в сражениях с ним. Но Тенакт сумели отстоять себя. Собрали войско и напали на нас у света пустоши, выгнали со своих земель. Вновь выстроить общение с ними было тяжело. Чем это новое посольство особенное? Как и этот день его украсит важная персона. Делегация встретится с Тенакт у света пустоши. Дадим сокровищ, а они вернут пленника. Фашава, одного из лучших солдат. Солдата? Или захватчика? Нет, не тот случай. Фашав мой кузен. Он не похож на таких, как Гелис. Он отправился на запад в надежде обуздать некоторые крайности. Но во время героической обороны нашего лагеря в Алых Песках его схватили. Он остался в плену. Итамен счастлив. Ты подарила ему счастье, вытащив его из закатной крепости. Он растет достойным человеком. Именно такой должен унаследовать корону. А разве корону наследуют не сыновья? Ну, да. Но сперва мне надо хотя бы жениться. Марат постоянно пытается подобрать мне невесту. Но я понял, что хочу разглядеть в них ту, кем они быть не могут. В любом случае, я никогда не стремился к трону и не хочу сидеть на нем вечно. Когда Итаман повзрослеет, я передам ему власть. А без короны я, наконец, смогу странствовать. Кто знает, может, составлю тебе компанию в путешествиях. На словах все так просто. Твой кузен Фашав. Как долго он был у Тенакт? 5 лет. Послы Тенакт клянутся, что он в порядке, но не знаю. Их племя известно своей жестокостью. Как он выжил? Ну, скоро узнаю. Встретишь его раньше меня? Передай, что я жду его в Меридиане. Там, где его дом. Непременно передам. Как ты убедил Тенакт начать диалог после войны? Так же, как привлек твое внимание. С помощью даров. Тенакт любят диадемы? Скорее железо, специи и артефакты, добытые в бою. Мы встретились с ними несколько раз, и подарки сняли часть напряжения. Но новое посольство важнее предыдущих. Знак, что Тенакт не возобновят старую вражду. Мне пора идти. Подожди, Элой. Я должен кое-что спросить. С тех пор, как ты ушла, я не мог ни о чем думать. Сейчас неподходящий момент. Другого не будет. Ты снова уходишь, и я не знаю, когда еще мы увидимся.
Я не пытаюсь остановить или удержать тебя. Но скажи, когда ты завершишь свое дело, ты вернешься в Меридиан? Надолго. Чтобы мы успели провести время вместе и смогли узнать друг друга получше. Я очень хочу вновь увидеть Меридиан. И тебя. Но мой поход — это моя жизнь. Все, о чем я могу думать. Мне нельзя отвлекаться. А что будет потом, просто не могу представить. Не знаю, с чего и начать. Что ж, если ты решишь начать с Меридиана, знай, что здесь тебя всегда будет ждать теплый прием. Выполни свою миссию. Я верю, ты добьешься успеха. И буду ждать возвращения. Королева Насади. Славная защитница. Итаман, что нужно сказать? Мы нескончаемо признательны тебе, защитница, за спасение меня с мамой из крепости и защиту нашего священного города против сил тени. Все правильно? Ты молодец, Итаман. Очень приятно. Защитница, ты научишь меня стрелять из лука по машинам? Итаман, меня ждет очень важное задание, принц. Спасти мир? Вроде того. Но когда я вернусь, я дам тебе несколько уроков. С радостью. Мы перед тобой в долгу. Мы этого не забудем. Да светит солнце твой путь. Берегись громозевов, защитница! Это она! Она спасла Меридиан! Вот, верстак. Утит, Ванаша, спасибо, что пришли. А как иначе? Пусть ты и бросила нас сразу после тяжелой битвы. Ванаша, хватит. Она же вернулась, так? Ненадолго. Я вижу этот ее взгляд. У нее появились новые дела, и они не в Меридиане. Я ушла не потому, что хотела этого. Мне... Охотница, не надо. Ты не должна перед нами оправдываться. Ты спасла нас. Если нужно уйти, иди. Мы все понимаем. Всегда. У вас, кажется, все хорошо? Наш броненосец заделался военным советником Короля Солнца. Теперь людям приходится выслушивать все его речи. Да пощадит солнце их души. По крайней мере, я иногда все же говорю что-то умное. Что-что? Я уже заснула, пока ты говорил. А ты как, Ванаша? Присматриваю за Насади и Итаманом. Совмещаю охрану их жизни и... Дурное влияние. Ха! Я про уход за ребенком, но твоя версия лучше. Давно я не бывала в закатной крепости. Что случилось с Кархой Тьмы? Ты разделалась с затмением, и у них не осталось жрецов и командиров, чтобы запугивать людей. Авад помиловал всех, кого силой заставили служить тьме. Люди ушли из крепости, вернув ее Аваду. Дом Солнца снова един. Авад хотел, чтобы Утит стал там командиром гарнизона, но наш капитан Милашка отказался. Ходят слухи, что он остался в Меридиане ради меня. Это чушь, конечно.
Не думала, что ты станешь няней. Итаману повезло. Эй, я не только сказки ему рассказываю. Насади была женой безумного короля, у нее есть враги. Я уже пресекла пару покушений. Да, можешь скрывать это, но внутри ты мягкая, как подушечка. О, хочешь узнать, какая? А? Ух ты ж. Мы говорили об Итамане. Ну, да, я признаю. Итаман очень милый и забавный, и уважает меня, мне он нравится. Когда не забывает помыть руки после ловли червей в грязном саду за солнечной террасой. Ну... Знаем. Тебе пора. Иди, пошла прочь. Мы верим в тебя, защитница. Верим и помним. Но пообещай, охотница, что вернешься и расскажешь о своих приключениях. Если мне похвастаться нечем, хоть тебя послушаю. Так, главный блокиратор установлен. И кое-что новое, чтобы копить и выпускать энергию. Резонатор. Он поможет в битвах. Ну, ты готова? Или еще остались дела? Задержусь. Уже в путь? Или хочешь еще поболтать с друзьями? Пора отправляться. Мне нужно на запад, и потребуется разрешение от Тенакт на проход по их землям. Где именно собирается ваше посольство? За преградой. Это каньон у западной границы Дома Солнца. Крепость Свет Пустоши на его дальнем краю. Посольство собирается прямо у ее ворот. Это долгий поход. 2 недели пешком. За пару дней быстрой скачки доберемся. Вообще-то, нам стоит переночевать здесь. И выехать утром. Конечно. Все устроено. Am I the one to hold this crown of ash and salt? They're kind.
kindness calls to me, I have to block it out. My voice has grown so somber, these words don't seem like mine, but the iron won't subside. No matter what I try. Am I raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm? If I falter, if I fall, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the flood? Her voice calls me forth through darkness unknown. My heart with silence burns through solemnness and bone. The edge beyond the shore, this weight of root and rod, I long to reach the other, to find the path we lost. Am I raindrops in the flood, in this emptiness, in the storm? If I'm broken, if I'm torn, the wave inside my soul carries all I know. Who can take my hand in the Искры стали. Ха! Ни разу не видал, чтобы на них кто-нибудь ездил. Ха! Доставят в свет пустоши? Ну да, конечно, но не сегодня. Пока нельзя. И почему же? Преграду, всю долину заполонили машиной. Меня они не пугают. Не сомневаюсь, но мне запретили управлять подъемником, пока из скрежета горы не подадут сигнал. Слушай, я долго сюда добиралась и не собираюсь ждать. Так что или ты спустишь подъемник, или я. Но кто поднимет его обратно? Ладно, ладно. Только если кто спросит, ты меня заставила это сделать. Я вижу дым, но вокруг тишина. Дым, наверное, от чего-то, что разбили машиной. А тихо, ну, потому что вся работа приостановлена из-за всех этих дел. А что за машины вам тут докучают? Очень злобные, целая стая. Их называют секачами. Но раньше в преграде их никогда не видели. А тут понабежали не пойми откуда. А охотников у вас нет? Охотники-то есть, но никто не хочет связываться с Ульвундом. Он считает себя начальником скрежета горы. Остановка работ и его идея.
Ага, ясно. Ну, я тут проездом. Меня ждет посольство. Торопиться тебе некуда. Посольство тоже приостановлено. В каком это смысле? Слышишь? Вот тебе и ответ. Кто это? Жрец солнца Карка. Спустил его вчера, где-то за час до того, как появились машины. Очень важный человек, как он сам говорит. Посольство у света пустоши, и он должен его возглавить. А? Чудесно. Если сейчас же меня не послушаешься, сам король солнца узнает о твоей дерзости. Из-за тебя я был вынужден всю ночь дрожать в палатке. Беззащитный! Я мог погибнуть. Ха, меня вывозить не хотите, а вот эту... Кого? Девчонку Нора? Дикарку. С дороги, дубина. Вуадис, это Элой. Вуадис усердный. Элой, ну, спасительница Меридиана. Правда? Что ж, тогда я не так сильно оскорблен. И я собираюсь на посольство в свет пустоши. И ты, видимо, тоже. Нет, к этим машинам я не сунусь. И провозгласил Роман жрецов солнца самыми ценными и важными из людей. Ясно? Писание. Я отправлюсь в свет пустоши, когда капитан авангарда скажет, что путь чист. И ни минуты раньше. Ясно. И я, кстати, дружу с капитаном. Где сейчас Эрент? Я бы хотела поговорить с человеком действия, а не слов. Вуадис. Вуадис усердный. Вуадис усердный на рассвете послал Эренда и его солдата расчистить путь. И вот на рассвете... Эй! Так они в долине? Да, хотели осмотреть руины в левой ее части, следы поискать. Ясно. У вас тут всю работу остановили, а снаряжение улучшить можно? Кузнец в скрежете горы пустит тебя за свой верстак. Что до секачей, тебе стоит сделать кислотные стрелы. Лучший способ завалить их — попасть по емкостям. Спасибо. Я найду Эренда и приведу его. Эй! Куда ты собрался? Обратно наверх? Ждать в безопасности? Прости. Подъемник не берет пассажиров, пока не дадут сигнал, верно? Точно. Ну, я поехал. Что? Джоров, проводи нашего усердного друга в скрежет горы. Конечно. А я найду Эренда и помогу расчистить путь. А потом, чтоб без промедления, свет пустоши, посольство. Если такова воля солнца... Такова. Уж поверь. Надо найти Эренда. Но сперва стоит зайти в скрежет горы, улучшить лук.
машины, похоже, проломились через лагерь. В этой долине впрямь опасно. Эта машина не любит огня. В сумке места нет, а вот в хранилище есть.